Вот такая вот здесь поляна, смотрите. Но это еще не все я раскопал, конечно. Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами прогуляемся за грибочками. Посмотрим, что мы найдем. Ну, скорее всего, мы найдем грибочки землянисто-серая рядовочка. Ну, или, как я их называю, мышата. Что там есть в лесу, мы с вами посмотрим. Это уже новый сосновый лес, такой молодой более-менее. Я приехал в другое место. Ну, посмотрим. По доступности это очень легкое доступное место. Так что, друзья, не забывайте подписываться на мой канал. И теперь перейдем к сбору. Так, друзья, сейчас мы пойдем прогуляемся в этот прекрасный лесок. Здесь такая табличка: бросил мусор, хрюкни. А обычно в молодых соснах и можно найти грибы. Вот это первая терраска сверху, если брать. И здесь сразу же уже есть грибочки. Вот они. Ну, естественно, это мышата. В январе месяце сильно нет выбора такого, чтобы там тех, этих набрать. Ну, по крайней мере, мышата очень подходят для мариновки. Вот такими они здесь пучками. Здесь, походу, люди их не собирают. Потому что, если посмотреть вот так по иголкам, здесь не разрыто, как это обычно бывает. То есть посмотрим, наберу я сегодня ведерко или нет. Вот такие вот здесь малыши попадаются сразу пучками. Сейчас я еще пролезу туда дальше и посмотрю, что у нас там под самими сосенками есть. Ну, естественно, здесь они тоже должны быть. Вот он. Я думаю, здесь полянки должны быть хорошие. А это мы кого нашли? Это я не знаю, кого мы нашли. Кто-то непонятный здесь. Ну ладно, давайте-ка тогда еще прогуляемся, пониже спустимся и посмотрим, что у нас пониже есть. Ну, в ведре уже немножко грибочков-то и есть. Немного пройдя по терраске, здесь кто-то ходил, все потоптал. Наверное, что-то искали другое в нынешнее это время. Но все равно здесь грядки такие попадаются очень даже хорошие. Но здесь придется их, конечно, поискать. Они здесь прячутся вот таким вот образом под иголками. Их здесь, ну, видно. Есть, которые видно, есть, которые не очень хорошо видно. Ну, найти что-то можно. Но я думаю, что здесь можно найти очень даже хорошо, потому что лес здесь, ну, по территории не маленький. И прогуляться есть где. Из плюсов то, что этот лес не заросший кустами, хорошие терраски. Вы посмотрите, только здесь такие поляночки летом, когда будут маслята, здесь они 100% будут, потому что здесь и елки, и такие хорошие солнечные поляночки. Именно то, что надо для маслят. Но это все будет, конечно же, весной или летом. Ну, такой вот шикарный здесь чистенький лесок. Вот так находим несколько штук, которых видно здесь. И здесь, вот рядышком, видите, они присыпаны. Очень хорошая грядка здесь. Сейчас я вам покажу один. Срежу и буду их откапывать. Без живности, чистенький и довольно-таки молоденький. Что плохо, они в траве, они такие все-таки грибы ломкие, когда их собираешь. Но такие пучки здесь, конечно, это место даже мне больше нравится, чем я был в прошлый раз. О, смотрите, какой богатый пучок грибочков я раскопал. Это еще не все. Там еще вон дальше идут. О, вот это пойдет. Так, ну, конечно же, мусор присутствует. Люди, как говорится, поели, бросили и ушли. Наверное, они больше сюда не придут. А мы пособираем сейчас. Вот, смотри, да, здесь грядка. Вон какая. Здесь она тянется и тянется. Еще вон там. Смотрите, сколько их здесь. Здесь закопано, одуреть можно сколько. Смотрите, сколько их здесь. Вот это место. Это я еще только на одной террасе. Я вон там уже поля. Я еще никуда не ходил. Это вот здесь уже, здесь такие полянки. Вот эти все бугорки здесь, это все с грибами. Так что будем собирать.
Надо сделать, конечно же, пару фотографий, чтобы были координаты, потому что я оставляю, как всегда, в эксклюзивных записях эти места, этот лес у себя ВКонтакте. И еще я нахожусь в селе Заречное Симферопольского района. Ну а точные прямо координаты, где я здесь ходил, куда я заехал через верх, это, естественно, только в эксклюзивных записях можно найти. Но это несложно место найти. Кто ищет, тот обязательно найдет. Так что будем собирать. Только посмотрите, я здесь рядом нашел еще одну грядочку мышат. Вы посмотрите только, сколько их здесь. Их здесь немерено. Здесь все усыпано в них. Здесь он их... Размерчик как раз маленький и очень хороший для мариновки. Ну, их можно еще и жарить, все что угодно с них можно делать. Вон еще в кустах. Вот это все присыпано, смотрите. Это все там грибы. Вон какие огромные пучки здесь грибов. Во. И вон туда они наверх потянулись. Здесь вот эта вот вся поляна тут усыпана ими. Вот это красота. Вон они попрятались. Я там полянку, которую нашел, я ее оставил, потому что увидел здесь еще больше полянку, пришел сюда их собирать. Я думаю, что здесь грибов хватит всем. Тем более надо их успевать собирать. Видите, какой маленький размерчик. Их надо просто успевать собирать, а то они быстренько закончатся. Процесс, конечно, будет долгий сегодня, но очень приятный. Это, кстати, их называют землянисто-серая рядовка. Похожи они еще на серую рядовку. Так что для сравнения можете посмотреть. Так, если так рассмотреть их, то они... Ну, это маленький. Сейчас давайте большой. Вот так возьму и рассмотрим его, как обычно. Посмотрим, как он выглядит на солнышко. Он такой серенький, сверху чуть-чуть мохнатенький, снизу в частых случаях он белый. Ну, иногда бывает сероватый, это, ну, скорее всего, он будет уже старый. Ну, вот так вот они выглядят. Размерчик, кстати, смотрите, все без живности. Из-за холодов они сейчас обалденные. Тем более накатать таких маленьких грибочков просто будет идеально. В прошлом году не было столько мышат, как в этом году. В этом году их просто навалом. Я в прошлом году там их очень мало собирал. Но будем собирать. Потом посмотрим общий результат, потому что здесь я на этой полянке надолго буду их собирать. То есть прям пучками их можно резать. Так, ну что, друзья, продолжаем их собирать. Потихоньку иголочки раскапываем. Они тут такие длинноногие. Красавчики. Видите, тут такие грозди прям стоят. Тут их хорошо. Есть что пособирать. Я все тут хожу по одной и той же террасе. Никак не могу ниже спуститься. У меня грибы просто не позволяют вниз пойти. Можно сказать смело, что здесь поверху грибов очень много. По низу еще не знаю. Посмотрим, что там по низу будет еще. Если, конечно, я здесь сейчас наберу, то вниз уже не пойду. Хотя сюда можно попасть и через низ. Ребята, их нашел под елкой. Вон там. Сейчас мы туда залезем. Вон, видите, я их начал разгребать, а они еще вот здесь есть. Надо аккуратненько, видите, они падают. Вот такие здесь небольшие поляночки у нас попадаются. Вот еще, вот. Вон еще бугорки туда наверх пошли. Давайте-ка посмотрим, сколько их здесь, так ради интереса. Попробуем расчистить. Ага. Они здесь еще есть. Вон они еще пошли. Так, идут дальше. Точно, что рядовочка. Так. А вот еще сверху.
Откапываем все. Так. Так, вон еще, вот еще пошли. Так, тут еще чуть-чуть. Ну, в общей сложности вот такая вот здесь поляна, смотрите. Но это еще не все я раскопал, конечно. Вон сколько их здесь. Вон там еще наверх они пошли. Ну, здесь их, конечно, немерено. Поляночка. Так, давайте-ка вот эти... А, вон еще они. Вот эти вот срежем. Хороший. Хороший, друзья. Живности нет. Это не может не радовать. Так что, я думаю, здесь уже с этой грядки ведерко я доберу до полна. Ну что, будем собирать. Ребята, вы только посмотрите, какая здесь мелюзга повырастала. Кстати, лес почему-то очень сухой. А грибов вот такими пучками здесь. О, видели, сколько их тут? Это одно. Вот еще здесь в траве. И пошли они туда под иголки. Так что полянки здесь очень добротные. И они такие, кстати, легенькие получаются. Их очень хорошо. Можно большое ведерко брать и косить их в большое ведро. Не тяжело будет. Из-за того, что здесь сухо, они не напитаны водой. Они вот такие здесь красавчики. А вот вы только посмотрите, сколько здесь их лезет. Это просто необычные поляны здесь. Это точно, что здесь никто не знает эти места. Вон, я там чуть-чуть разгреб. Вон какие красавчики здесь все стоят. Сейчас мы их все позабираем. Вон, смотрите, они туда дальше идут и идут под елку. Обалдеть. А вот еще они здесь. Да, грибов здесь очень много. Я там решил чуть-чуть пройтись подальше, посмотреть. А здесь то же самое, что и там в начале. Их немерено. Что, друзья, прошел еще пару метров. Ой, здесь их обалдеть можно. Смотрите, какие красавчики здесь стоят. Твердые, толстые, серые, красивые. Это еще не все. Так, вот еще один пучочек хороший. Вот там можно все пораскапывать. Видите, там они прикопаны. Потом вот еще очень хорошая грядка. Ну и вот так вот она здесь пошла. Эта грядочка. Так что есть что собирать. Ну, лес почему-то очень сухой, а их здесь больше, чем в сыром лесу. Прям усыпано их здесь. Как-то непонятно. Вроде бы ищешь какие-то сырые балки, а здесь они вообще не надо. Здесь их и так хватает в сухом лесу. Все, буду собирать дальше. Вот, видите, еще здесь такой огромный пучок. Во, попрятались все. А, вон, ой, здесь их капец. Смотрите-ка столько. Во, сколько их тут. О, здоровый какой. Из крупных сортов. О, какая шляпка у него. Красивенький. Ну что, друзья, немного спустился на пару террас. Думаю, просто ради интереса посмотрю, что у нас здесь. А у нас здесь грибочки. Как вы видите, тоже попадаются хорошими пучками, такими добротными. Так что можно здесь тоже поискать. Они есть и ниже, и выше. Видите, здесь даже старенькие попадают. Вон, смотрите, сколько их здесь. Вон, целые грядки. Даже если ниже спуститься, тоже они здесь попадаются. Вот, беленькие, хорошенькие грибочечки. Ну что, друзья, посмотрим мой сегодняшний улов. 2 ведра мышат. Их здесь еще очень много. Это по чистой случайности. Одну синеножку я вот здесь нашел на полянке. Перед тем, как, кстати, вот этот весь лес. Там еще есть лес, я туда вообще не ходил. Я вот здесь недалеко от машины покрутился. Доехать можно сюда налегке, дорога несложная. Ну а результат у меня
Вот таких 2 ведра шикарных грибочков мышат. Ну что, друзья, вот такая вот быстрая, легкая прогулочка получилась. Так как грибов было очень много, я даже по лесу нигде не походил. Насобирал, можно сказать, все буквально на пару террасках. Так что, друзья, грибы в лесу есть, несмотря на то, что сейчас январь месяц. 4 число, кстати. И, друзья, не забывайте подписываться на мой канал, кто этого еще не сделал. Всем добра и мира, полных корзин, здоровья и до новых встреч в новых видео. Всем пока!